Знаете, что это такое? Это беспроводная зарядка. Ace Fast Qi2 или QI2, как я ее называю, на 25 ватт, которая очень даже неплохо работает. Она работает с зарядками Power Delivery, и это беспроводная зарядка с активным охлаждением, с кулером. Мы уже делали когда-то заряды, обзор на Ugreen MagSafe, вернее, они называются не MagSafe, а Ugreen MagFlow, как они назвали, тоже QI2 на 25 ватт, и он был просто божественный. Но цена его была достаточно высока. А это Ace Fast. Да и не только Ace Fast, потому что под этим именно эта зарядка идет под разными брендами в разных исполнениях. Мы сейчас с вами посмотрим, как это все дело работает. Совместимо практически со всем, с айфонами. Ну вот он пошел заряжаться, да, там. Она совместима с пикселями, совместима с самсунгами, в частности с моим Fold 8, который мы тоже на нем сейчас будем тестировать. Поэтому на канале Технозон подписываемся, нажимаем колокольчик, принимаем участие в акции. Вы спросите, какая акция? У нас есть сейчас акция для жителей Украины, розыгрыш пауэрстанции. Но даже если ее там уже нет, то, конечно же, в описании под видео есть, наверное, что-то другое, не менее интересное. Поэтому на канале Технозон, еще раз говорю, поехали. Вот такой вот Ace Fast, 2 в одном зарядничек с кулером и Qi2 или QI2, как его правильно произносить, кто его знает. Честно говоря, не знаю. 5, 3 ампера, 9, 5 вольт, 3 ампера, 9 вольт, 3 ампера, 12 и 15, 3 ампера. А wireless output 5 вольт 7,5 ампер, а максимально 25 ватт максимально, как они заявляются. И включен кабель Type-C на Type-C. Давайте открывать, что ли. Посмотрим, что все-таки там реально у нас из этого Ace Fast. Если Ugreen мы с вами уже видели, то такого рода зарядку мы еще не смотрели. Сам по себе кулер. Давайте посмотрим. О, слушайте, он симпатичный-то какой. А он симпатичный. Прям, прям очень. Кабель Type-C в комплекте. Но у нас есть Type-C-шка с маркером, поэтому эту штуку использовать не будем. И сам по себе кулер, давайте пробовать, намертво. Вообще намертво. Сейчас без чехла, потому что у нас наш Google Pixel поддерживает такое дело. Но и здесь тоже так вот очень-очень хорошо. Смотрите, как это выглядит. То есть вы можете его размещать как угодно. Ага. Симпатично, симпатично. Ну и, конечно же, смотрите, я брал его специально для своего Fold 8, потому что без зарядки, без охлаждения на нем тротлят, вернее, сам по себе телефон тротлит по поводу быстрой зарядки. Поэтому вот его специально будем тоже проверять. Цепляется отлично на фирменные чехлы, по крайней мере. Не могу сказать, что будет на сторонние, потому что сам по себе Samsung изначально не поддерживает крепление быстрой зарядки, ну именно крепление вот таких вот магнитных зарядок. Мы на AliExpress. Смотрите, вот такой вот Ugreenчик мы делали. Кстати, я закину вам обзоры на Ugreen в описании под видео, потому что Ugreen интересней. Я вам сразу говорю, охлаждает он намного сильнее, но и стоит он дороже. А вот этот вот Ace Fast, он продается сейчас в разных вариациях на тему от разных брендов. И я вам рассказываю, потому что этот Ace Fast, это вообще-то не Ace Fast, это зарядка, которая под разными брендами выходит, и она заказывается OEM у одного завода. Зарядка неплохая, завод проверенный, все хорошо, нормальный чип, нормальное охлаждение. Оно охлаждает хорошо, держит зарядку хорошо, но это не турбоохлаждение, например, как у Ugreen, но при этом действительно охлаждает. Из недокументированного того, что мы сейчас с вами увидим, это то, что он на пикселе у нас достиг 30 ватт с отключенным охлаждением, то есть отключенное охлаждение не брало на себя ничего. Ну давайте посмотрим, что заявляют нам. То есть 5 вольт до 15 вольт 3 ампера и на выход дает 25 ватт. Это имеется в виду без охлаждения. С охлаждением будет брать больше. Вес 204 грамма, но это вместе со стендом, потому что смотрите, я вам размещаю под видео ссылки. Вот в виде вот такого держателя, в виде вот такого вот держателя, это все он же, в виде вот такой вот зарядки, она стоит 31,88, она немножко
немножечко по-другому выглядит. На ней сделали светящееся кольцо. Но это по внутренности. Все та же зарядка. С такой же кнопкой выключения. Ну, здесь будет две кнопки. Одна выключение подсветки, другая выключение вентилятора. Она есть здесь с креплением. Это даже самая зарядка. То есть, если вы сейчас пойдем и посмотрим, смотрите, здесь просто добавили RGB. У нее даже вот эти вот ребра, они все одинаковые. Просто корпус сделан немножко из другого пластика. Но работает абсолютно одинаково. И чип у нее точно такой же. Смотрите, те же самые 15 вольт, 3 ампера Quick Charge 3 Power Delivery, то есть для таких зарядок нужен еще блок с поддержкой Power Delivery. Кстати, я вам закину проверенные блочки, которые есть для вот таких вот зарядочек. Мало того, она есть еще в исполнении с подсветкой типа игровым за $21, да, вот такие вот есть варианты. Это все та же зарядка в таком же дизайне, только редизайн, смотрите, 25 ватт, да, вот мы просто-напросто смотрим с вами с теми же самыми кнопками под дизайн такой же, те же самые 25 ватт, работают все абсолютно одинаково. То есть мы сколько ни пытались, все одинаково. Есть вот в таком вот исполнении конкретно Ace Fast $24. Какой выбирать вам, я вам скажу, я не знаю. Сами для себя выберите. Но то, что зарядка интересная и честная, точно. Кстати, вот что они еще заявляют, кроме того, что мы там смотрим? Те же самые 15 вольт 3 ампера. Поклацали, посмотрели, магнитик до 1,6 килограмм. Все. Ну и мы уже приготовились. Power Z, ну вернее тестер. Есть у нас 140 ваттка зарядка. Есть фирменный кабель Samsung, чтобы не было у нас там пропускает, не пропускает. Давайте включаем ее. Включаем эту зарядку и примагничиваем к Samsung. На Samsung мы видим ультрабыстрая, ну как они, быстрая беспроводная зарядка. И смотрим, сколько оно покажет максимально. Сразу говорю, мы сможем проверить реальность отдачи данной зарядки именно полной мощности, которую берет смартфон. Смотрите, запросила она 27 ватт, это уже хороший показатель, это значит, что 27 ватт ей, ну, она отдаст, то есть 25 ватт честных она отдаст. Сейчас она наберет она где-то 28-29, то есть Fold берет у нас, смотрите, Fold у нас по номиналу берет 20 ватт беспроводной зарядки. Она должна набрать где-то 27, 28, 29 с учетом того, что обычно кулер забирает около 8-9 ватт. Давайте теперь выключим кулер, подержим. Ждем. Выключился. И у нас берет наш Samsung честных 20 ватт. То есть зарядка честная, сразу говорю. Когда вы используете в режиме кулера, давайте включим, он сразу станет 28-29 ватт. То есть для того, чтобы выключить или включить кулер, нужно задержать кнопку. Все, он пошел. Видите, 28-29. Когда ты отрываешь кулер после какого-то периода зарядки, то здесь поверхность аж холодная. То есть это, конечно, не элемент пельтье, хотя возможно, не знаю. То есть надо посмотреть, как он устроен. На элементе пельтье вообще было бы классно. Но элемент пельтье исключает тогда беспроводную зарядку. Вот такой вот сам факт. Но то, что зарядка честная, мы это уже видим. То, что она крепится классно, мы тоже видим. Давайте попробуем еще на пикселе, конечно же. Давайте включаем пиксель. У нас тоже пошла зарядочка. Ну, сам по себе пиксель не сильно по беспроводным зарядкам выступает. Сейчас он наберет. Давайте выключим сразу кулер. Мне интересно, сколько он возьмет. Так, кулер выключили, и пускай он догонит до какой-то цифры. Теперь произошло интересное. Зарядка переключилась на 15 вольт. Все, что выше 20 ватт, он погнал уже 24. То есть, смотрите, он без включенного кулера. Он догоняет реально до 25 ватт, честно, и даже чуть-чуть больше дает. Без включенного кулера на пиксель. Слушайте, а пиксель чего у нас? Больше 25 ватт вытягивает? 26. 27, да ладно, слушайте, пиксель, ты меня прям радуешь, а? 30 ватт, пиксель, что ты делаешь вообще, что ты творишь? И зарядочка 31, это с выключенным кулером, 32. Ну и давайте так, он пошел уже сбрасывать, потому что пошел нагрев, и мы включаем. И он пошел сейчас брать плюс 8-9 ватт, и, честно говоря, очень даже неплохо у нас все это получилось. В качестве выводов скажу, ну классная же тема, ну на самом-то деле классная, то есть на ней держится все что угодно.
Это еще оторвать надо нормально. И нормально охлаждает. Хотите что-то посерьезней, то есть вот это вот я считаю баловство. Да, оно имеет место быть, оно работает, и я ее использую. Хотите что-то посерьезней, берем Ugreen за 40 баксов, и поверьте, там вообще бескомпромиссное качество. Это я вам сразу говорю, что он лучше, он дороже, но он лучше, он качественней. Ну, а с вами был Бабл на канале Технозон. Ссылки в описании под видео. Пока.